Добрый день, друзья! Сегодня у нас опять пересадка орхидеи Exotic Punch. Я вам ее уже показывала, когда купила. Подсказочку оставлю в правом верхнем углу и под видео. Орхидейка уже отцветает, поэтому ее можно пересадить. Она пробыла в своем покупном горшочке. Покупала летом, наверное, месяца 4 она провела в своем горшке, нарастила корешки. Моя задача показать вам не именно пересадку, а показать вам, как орхидея нарастила корни в покупном горшке с торфяным стаканом. Ну, в общем, задача показать вам, как наращиваются корни без быстрой пересадки и даже с торфяным стаканом. У орхидейки было 2 цветоносика. На одном цветоносе она засушила уже все цветы, все сбросила. Поэтому цветонос я этот отрезаю и убираю. Цветонос оставляю буквально там сантиметр. Обязательно срез обрабатываем корицей, толченым углем, или я обрабатываю просто перекисью водорода. Обязательно нужно обеззаразить, чтобы бактерии, которые находятся у нас в воздухе, рядом с нами, не проникли в этот срез. Горшочек у меня сухой. Корешки тоже все сухие. Нежелательно вытаскивать и вынимать орхидею с сухими корнями, потому что когда веломен подсыхает, корни становятся очень ломкими. Поэтому всегда вам объясняю и показываю, что я беру ведерочко с водичкой. Водичка у меня всегда из фильтра обратного осмоса. И температура воды от 28 до 32 градусов. Сейчас 30 градусов. Буквально на 2-3 минуты ставлю орхидею в тепленькую воду, для того, чтобы веломен напитался водичкой, и тогда его значительно проще и безопаснее вынуть из горшочка всю орхидейку. Пока орхидея у нас стоит и веломен напитывается водичкой, хочу ответить на один часто задаваемый вопрос. Просят, покажите, пожалуйста, корни орхидеи через месяц после посадки. Это орхидея Эсме. Пересаживали мы ее примерно 10 октября. Ну, почти прошел месяц. Это у нас мама с 2 детками. Мама и детки чувствуют себя великолепно. Детки опять начали растить корешки. Сейчас покажу вам. Смотрите, от верхней детки идут новые корешки. Здесь внутри есть новые корешки. Вот они, малышки, корешки. Даже начал расти у одной детки еще один маленький листик. Здесь просто вторую детку, ее не видно, где у нее корни, но они там тоже растут. Сейчас, если смогу, покажу вам. Вот здесь тоже есть корни. Все корни стремятся пока вовнутрь горшка. И давайте теперь посмотрим, какие же корни внутри. Вот видно хорошо корни. Здесь есть конденсат, но корни тоже видно. Протереть, к сожалению, не могу. Конденсат внутри горшка. Ну и как всегда, я поливаю, несмотря на этот конденсат в горшке, я поливаю только тогда, когда корни хорошо просушены. Вот корни уже начинают становиться светлыми, но вот здесь я еще вижу зелененькие корешки, поэтому еще 2-3 дня орхидейка постоит, и только потом я ее буду поливать. Сейчас я ее поливаю с большим количеством, удобрением с большим количеством азота, поэтому они так старательно наращивают корешки, но когда я закончу с этим поливом, примерно 2-3 раза я поливаю с азотом, и потом начинаю поливать с удобрением большим содержанием калия. Тогда я надеюсь, что они у меня зацветут. Ну и давайте посмотрим теперь, напиталась ли наша орхидейка водичкой. Да. Не все, правда, корешки, но основная масса корешков
веломен напитался. Вот видите, какие большие корни. Сейчас покажу, какие же корни здесь нарастила орхидея. Посмотрим, будет ли хорошо выходить орхидея из горшка. Корней очень много. Смотрите, какие огромные, толстые, раскукленные корни, растущие корни. А вот какие корни. Но вот эти корни могли прирасти к горшочку. Поэтому сейчас будем очень аккуратненько, потихоньку нажимать на корень, нажимать в пустотах и смотреть, выйдет у нас орхидейка или не выйдет. Нет, видимо, хорошо. Приклеилась к горшочку хорошо. Для того, чтобы такой корешок отклеить от горшочка, можно использовать острую шпажку. Это такие шашлычные шпажки. Очень аккуратно попробовать сделать вот так. Смотрите, это надо делать очень аккуратно, не проткнув корень. Вот видите, потихонечку я этот корешочек отклеила от горшка. Палочка должна идти ровно по стенке горшка. Вот видите, все отклеилось. Смотрим дальше. Не идет. Смотрим следующий корень. Так, здесь тоже все. Где-то еще что-то еще где-то держит. Так. Опять аккуратно нажимаем. Ну вот и все пошло потихоньку. Самое главное еще вот эти корни, чтобы вышли. Здесь нужно просто понажимать. Туда мы никакими палочками проникнуть не можем. Нажимаем очень аккуратно, легко, силой ничего не делаем, потому что корни могут и сломаться. Ну, вот все прекрасно у нас с вами получилось. Главное никуда не спешить, не торопиться. Все делать последовательно и, может быть, даже медленно. Так. Смотрим на корни. Сначала убираем весь грунт. Грунт у нас кора. Есть какое-то небольшое количество кокосовых чипсов. Вот эти вот веревочки, это кокосовые чипсы. Там виден уже внутри торфяной стакан. Орхидейка молодец, конечно. Корни прекрасные. Что нас ждет внутри торфяного стакана, мы не знаем. Кстати, орхидейка, при том, что она цветет, она вот этот лист тоже нарастила у меня. И вот маленький листик тоже лезет отсюда. То есть и листики уже растит. Корней очень много, поэтому я просто боюсь вот там внутри что-то снимать. Смотрите, я снимаю, а там все новые и новые корни. А корни-то какие? Ох, какие! Давайте, наверное, займусь торфяным стаканом. Вытащу торфяной стакан. А вот эту всю кору, которая приросла, эту я буду снимать под водой. Потому что корешки очень хорошо приросли к этой коре. И вот такие корешки, которые раскукленные, большие, огромные,
Вот. И здесь вон малышек, и здесь большой корень. Их нужно снимать под водой для того, чтобы не загубить вот этот растущий корень. Поэтому давайте вытащим торфяной стакан, увидим, что там внутри. Может, там что-то не очень хорошее, а может и ничего. Ну, торфяной у нас стакан мокрый, конечно, сейчас, потому что мы его просто намочили в воде. Кстати, он тоже так легко убирается. Так, уберу палочку-держатель, потому что она просто мне мешает там внутри. Так, куски торфяного стакана. Еще здесь какой-то наш грунт. Так, больше не буду мучить орхидею. Пойду сейчас промою ее под водой. Промываю я под краном. Ну, как-то рассказывала вам, что можно промывать корни и в тазике с водой. Главное, чтобы вода была 28-32 градуса. Потому что такие корни как при высокой, так и при низкой температуре могут просто сразу закуклиться. Ну и покажу вам уже корни, когда промою. Я промыла все корни. Вот эти корни под водой почти все расплелись. Есть корешочки, у которых кончики сухие. Такие корешки мы обрезаем. Есть. Вот еще есть сухой корешочек. Сейчас вам его покажу. До живого не дорезаю, обрабатывать не буду. Есть вот такой фласочный листик, который можно уже убрать. Листики мы всегда убираем, разрываем пополам и растягиваем в разные стороны. Очень быстро убираются листики. В основном корни хорошие. Хочу вам показать, что, наверное, новичка напугает. Корни розовые. Краешки корней розовенькие. Но это не показатель никакой болезни. Вот корешок был внутри, он почти беленький. А эти корешки, во-первых, они участвовали в фотосинтезе, они были прямо по краю горшка. Вот эти были сверху, видите? А вот эти были корешки внутри горшочка. И новичок может подумать, что это, конечно, фузариоз. Нет, это не фузариоз. Давайте посмотрим, какого цвета у нас цветы на этой орхидее. Но здесь она уже заканчивает цвести, и здесь цветочки побледнее. А когда я ее покупала, вот эти фиолетовые пятна, они были яркие. Это же гибрид какой-то очередной. А когда такие гибриды скрещивают, у них очень часто корни имеют вот такой розовый оттенок. Так-то они зеленые, а краешки имеют такой оттенок. И еще, когда корни просто растут на свету, давайте я вам покажу Arxray. Помните, что Arxray тоже такого же насыщенного, какого-то пятнистый, фиолетовый, с каким-то красным. И посмотрите, какие у него корни. Вот в горшке растет корень. Он с той стороны, где участвует в фотосинтезе, и на него попадает яркий свет, прямо темный, фиолетовый. А с этой стороны, где света нет, он светло-зелененький. Ну а сам корень серый, потому что сейчас он не полит. Ну про Arxray я вам расскажу как-нибудь потом. Знаете, что это наша реанимашка, которую мы реанимировали практически без корней. Здесь от шеи уберем вот черненькие частички, которые у нас остались. Это, может быть, там листики вот эти были какие-то. В общем, грунт, еще кусочки грунта. Зачищать, как там скальпелем, я ничего, естественно, не буду. Просто убираем мусор от шеи, который там присутствует. Что-то осталось от коры. Кстати, никогда не убирайте, например, частички
коры, если уж корешок очень хорошо прирос и не отдает этот кусочек коры, никогда не старайтесь оторвать, потому что вы можете просто повредить корень. А кусочек коры никогда ничего там плохого не натворит в горшке. 1, 2. Вот здесь остался еще, например, торфяной стакан, тоже, который корешок отдавать, ну, в принципе, совсем не хочет. Вот кусочек. А вот здесь они приросли, и домывать до зеленого, там, белого цвета, конечно, не нужно. Не нужно этим, мы просто раним корни. Ну что ж, давайте посадим хорошие корни. Растущие. Замечательный. И много нарастил корней. Сажать буду в двойной горшок Löwengreen. Размер горшка 2,3 литра. Убираю наклеечки. И сейчас мы с вами померяем, помещаются ли у нас корни в горшок. Ну, думаю, что отлично поместятся. Отлично помещается все у нас. Сажать, как всегда, буду в керамзит. Покажу вам. Смотрите, хорошо помещаются корни вовнутрь горшка. И сажать буду не вот так, то есть вровень с горшком, а чуть опущу вниз. Сам цветок чуть опущу вниз. И засыплю керамзит, ну, по уровень корней. Для чего я это делаю? Цветок будет расти. Все равно цветок сбрасывает листики. Когда он отцвел, когда начинает цвести, он сам считает, что нужны ему эти листики, не нужны. И будет сбрасывать листики, и будет расти стволик. И чтобы цветок не пересаживать через год или два, когда у него там ствол вырастет, я его посадила ниже, и по мере того, как он будет сбрасывать листики, я буду просто подсыпать керамзит. И когда он вровень вырастет и пройдет там 3-4 года, когда у него уже начнут гнить корни, корни все равно начнут гнить, потому что жизнь корней, она может быть от полугода до 2,5 до 3 лет. Поэтому все равно корни начнут пропадать. И тогда уже будет его просто пересадить. Но, по крайней мере, он у нас может долго находиться в этом горшке. Долго расти в этом горшке. И пересадки не потребуется. Ну и все, просто засыпаю. Ну вот видите, я засыпала 1,5 сантиметра ниже уровня горшка. Внутри у нас пустот нет. Корни видны. Поливать будем только тогда, когда просохнут корни. Мне очень нравится такой метод доращивания корней. То есть не тревожить орхидею до того момента, когда она начала растить свои корни в покупном горшке. После того, как орхидея нарастила корни в покупном горшке, я ее пересаживаю, и орхидея не испытывает большого стресса. Не происходит загнивание корней. Поливаю я ее только после того, как просохли корни. И орхидея чувствует после этого себя великолепно. Всегда показываю то, что делаю я. И у меня это получается, потому что никаких реанимашек у меня нет. Только если я вам купила специально орхидею, чтобы показать реанимацию. И вот у меня осталось 2 сейчас орхидейки. Одну я уже скоро посажу, а вторую, ну, мы ее недавно начали реанимировать. И все, остальные орхидеи у меня все растут вот при применении моего метода. Вам желаю, чтобы не было никаких у вас реанимашек, чтобы никогда ваши орхидеи не погибали, всегда вас радовали своим цветением. Буду показывать и рассказывать о своих орхидеях дальше. Если вам интересно узнать продолжение о жизни моих орхидей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Но мои видео на канале выходят вторник, четверг, суббота и воскресенье. Увидимся на канале!